Привет, меня зовут Ульяна или Улилай, и сегодня мы с вами поговорим про энергию. Но про энергию не совсем в физиологическом плане, а скорее о ее каких-то психологических аспектах, об аспектах, о которых очень часто в своей книге «Максимальная энергия» говорит Триша Вулфри. Триша Вулфри является консультантом по энергии, и возможно, абсурдно это не звучало. Своим клиентам она рассказывает о том, что позволяет ей функционировать адекватно на протяжении всего дня, справляться со стрессом и прочими подобными штуками заниматься. Да, в этой книге есть вещи, о которых мы с вами уже неоднократно слышали. Про аспекты из серии «говори нет», «учись говорить нет», или какие-нибудь фразы в духе «чтобы успевать больше, нужно делать меньше» и так далее. Мы все это с вами неоднократно слышали, но в ее книге есть и очень интересные психологические как раз-таки подходы и какие-то такие психологические штучки, о которых хочу с вами сегодня поговорить. Если вы давно на канале, то вы знаете, что я уже пару лет назад рассказывала о книжке, опять же, мифа, которая называется «Вечно уставший», если я не ошибаюсь. И в той книге автор затрагивает вопрос усталости именно с точки зрения как раз-таки физиологических каких-то аспектов, о синдроме хронической усталости говорит, и говорит о том, как мы можем с медицинской точки зрения подойти к решению проблемы постоянной усталости. У Триши более такой, скажем так, поведенческий, что ли, подход и повседневный житейский подход, если это можно так сказать. Так что да, первый шаг, который мы сегодня с вами обсудим, это внимание. В книге Триши есть 4 прекрасных слова, после которых, в принципе, наверное, можно книгу закрывать и продолжать жить своей жизнью. Внимание формирует нашу реальность. Она говорит о том, опять же, о чем вы, возможно, уже слышали, то, чему мы уделяем больше внимания, как раз-таки в нашей жизни приумножается. Если мы постоянно думаем исключительно о негативе, то этого негатива в нашей жизни постепенно становится больше. То есть, если вы подписаны на огромное количество всяких новостных криминальных рассылок, то вы постоянно будете видеть везде опасность, вы будете постоянно думать о том, что с вами может что-то произойти, вы всегда будете находиться в состоянии готовности убежать от этой опасности, что также негативно влияет, опять же, даже на физиологические аспекты. Поэтому Триша предлагает нам тщательно фильтровать СМИ, блоги, какие-то порталы и рассылки, на которые мы подписаны и откуда мы получаем нашу информацию, потому что это все тоже у нас потихоньку энергию утаскивает. Второй психологический аспект, который Триша рассматривает в своей книге с точки зрения энергии и как раз-таки сохранения этой энергии и ее накопления, это уверенность в себе. Триша в своей книге пишет: «Проблема в том, что мы тратим слишком много времени в погоне за симпатией и одобрением чуждых нам людей. Чье-то одобрение или неодобрение не мера вашего достоинства, оно не определяет вашу сущность. И если вы кому-то не нравитесь, то это не значит, что с вами что-то не так». А ведь мы действительно зачастую активно пытаемся произвести какое-то впечатление на других людей, завоевать их симпатию, или, может быть, показать, что мы не совсем такие, какие мы есть, лишь бы понравиться этим людям. И Триша как раз-таки говорит, что это очень активно утаскивает нашу с вами энергию. В рамках взращивания уверенности в себе Триша также предлагает нам сосредоточиться на своих достижениях, потому что мы очень активно, скажем так, обращаем внимание на негативные аспекты нашей жизни. Вот буквально на прошлой неделе я завалила тест, который мы проходили, промежуточный, который мы делали, и для меня завалить тест — это значит написать его на 8 баллов из 10, потому что это 4, а не 5. И я мгновенно начала наполнять свой мозг словами в духе «я глупая, я с этим не справлюсь, и вообще зачем я в это ввязалась», и все в таком духе, но, наученная опытом всех этих психологических книжулек, я быстренько это все пресекла, потому что эта оценка не соответствует реальности. И именно поэтому мне была очень близка вот эта идея, о которой Триша говорит в своей книге, что нужно чаще уделять внимание нашим достижениям, пусть даже они совсем маленькие. Не случайно мое видео, которое вышло в мае, для меня имеет такой какой-то терапевтический эффект, потому что, оглянувшись назад, я поняла, что я действительно прошла довольно крутой и интересный путь, и впереди этот путь также будет достаточно интересным. Третья прикольная методика, которая мне очень понравилась в этой книге, это идея о том, что союз «и» может иметь огромную силу, и также нам важно использовать в своей речи такую фразу, как «пока еще». Триша пишет, что в детстве она всегда была зубрилкой, ее всегда окружали книги, но в какой-то момент она подумала, а почему я не могу что-то изменить в своей жизни, почему я не могу быть одновременно и ботаником-зубрилкой, и, например, спортсменкой. И она постепенно начала развивать себе этот навык, начала играть в теннис и по-прежнему в теннис играет. И также она говорит о том, что если у вас что-то не получается, не надо говорить, что я настолько тупая, что я не смогла понять эту тему, и поэтому написала свой тест на 8 из 10, а нужно сказать: я пока еще не разбираюсь в этой теме,
и я в дальнейшем напишу следующий тест лучше, потому что это дает вам пространство для роста и пространство для развития. Вы признаете, что в дальнейшем, если вы потрудитесь, если вы будете работать над сложившейся ситуацией, что-то может измениться в положительную для вас сторону. Ну и четвертая методика, которая мне очень понравилась, это способ, скажем так, взаимодействовать с чем-то, что вам не очень нравится. И, честно говоря, о таком подходе я до этого не слышала, а может быть оно просто как-то иначе называлось или иначе подавалось. Это называется техника энергетического сэндвича. Сначала вы делаете что-то, что вам нравится. Вы посмотрите серию сериала, например. Я так очень часто делаю перед экзаменами. Если мне нужно сделать что-то, что мне не очень нравится, я сначала делаю что-то положительное. И как бы кладу первый слой своего энергетического сэндвича. Потом посередине начинкой сэндвича будет как раз-таки та задача, которая вас удручает. Например, написать какой-нибудь отчет. Закончить, наконец-то, то эссе, которое вы начали 2 недели назад и должны были сдать 3 дня назад. И сверху вы кладете что-то, что позволит вам войти в ресурсное состояние и восстановить свои силы после того, как вы потратили их, скажем так, на производство начинки, на создание того дела, к которому вы, возможно, не очень положительно относитесь. В итоге у вас получается такой трехслойный энергетический сэндвич, который позволяет достаточно продуктивно выполнять задачи. По крайней мере, со мной эта методика уже последние 2 недели работает. Немножко вдохновить себя в начале, сделать уже наконец-то то, что нужно сделать, и потом просто восстановить энергию, которая была затрачена. Это действительно очень-очень полезно. И, в принципе, в этой книжке достаточно много интересных методик, не обо всех я сегодня вам рассказала. Книга читается очень быстро, но для меня это, пожалуй, один из самых интересных таких энергетических нонфикшенов, которые я читала, потому что в ней действительно много интересных отсылок, и у Триши все так органичненько перетекает из одного в другое, что действительно хочется пробовать на себе какие-то методики. Так что да, если вы не знакомы с максимальной энергией, рекомендую вам это сделать. Небольшое видео, надеюсь, оно вам понравилось, надеюсь, оно вас вдохновило с утра или в любое другое время суток, когда вы смотрите это видео, на что-нибудь полезное и продуктивное. Если вам предстоит сегодня что-нибудь мерзкое делать или что-нибудь, что вы не очень любите делать, не забывайте про энергетический сэндвич. На сегодня это все. Куча полезных ссылок по традиции внизу в описании. До скорой встречи на моем канале. Пока!